Animal Rescue. Необычный песик бродил по улицам Кентукки. Его мордочка заканчивалась только нижней челюстью. Верхняя вместе с носом отсутствовала. Добрые люди сообщили о маленьком раненом Джек Рассел-терьере волонтерам города, и они не замедлили приехать. Кроху забрали на обследование, где и выяснилось, что у собачки не было никаких травм. Однако была генетическая особенность, которая подарила ей такую оригинальную внешность. Другими словами, Мирабель, как назвали девочку, родилась уже с такой особенной мордочкой. Однако породистая собачка не была бездомной все эти годы. И нет, ее не выкинули на улицу отбракованным щенком. Оказалось, что заводчик оставил себе животное на разведение. В результате 9 лет Мирабель рожала щенков ради прибыли хозяина. Получается, что либо человек не понимал, что такая особенность может передаться ее детям, либо он целенаправленно хотел плодить безносую породу. Кроме того, внешне нормальные щенки такой мамы могли стать носителями дефективного гена. Поэтому поступок заводчика выглядит в высшей мере странно. Не говоря уже о том, что он выставил питомицу из дома, как только та не смогла стать матерью в очередной раз. Теперь Мирабель нужно было лечить от опухоли молочных желез, паховой грыжи, разрушения зубов. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, девочка была в отличном настроении. После того, как фонд животных Вудстока опубликовал в Facebook рассказ о собачке, неизвестный даритель перевел на счет фонда $6000. Это с лихвой окупило все траты на лечение, плюс хватило на других опекаемых питомцев, которые нуждались в помощи. Вскоре к волонтерам обратилась женщина по имени Келли, мать 2 детей. Она рассказала, что они с семьей приняли решение забрать необыкновенную Мирабель в свой дом. «Я не знаю, что это было», — говорит Келли. «Просто сердце мне так сказала. Мира прекрасная девочка. Она не боится других людей и животных. Очень любит моих сына и дочь». Хотя сначала дети были слегка шокированы ее внешностью, но очень быстро привыкли. Правда, им кажется, что у собачки постоянно насморк. Так она сопит. Кстати, нюх у песика полностью сохранен. Это веселый питомец, требующий минимального особенного ухода. Периодически мама Келли чистит Мирабель зубы щеткой и смазывает десны кокосовым маслом, так как они часто пересыхают от контакта с воздухом. Вот и все. Теперь эта удивительная собака занимается еще и терапией. С ней общаются детки с особенностями развития. Мирабель учит их оставаться открытыми миру и не бояться быть собой. Вот так, из забитого старенького животного, служившего машиной по штамповке щенят, Мирабель превратилась в любимого питомца, полезного не только своей семье, но и окружающим. Будь счастлива, собачка. Пусть оставшаяся часть твоей жизни будет долгой, радужной и радостной. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!